Привет, друзья! Привет! Меня зовут Саша. А меня зовут Катя. Мы очень любим путешествовать по России и всему миру. И мы хотим представить наш проект Крис-кросс. Сегодня мы оказались в Нижнем Новгороде. И местные жители покажут нам свои любимые места, спрятанные в загадках, которые мы разгадаем вместе с вами. Кать, нет загадки. Ты хорошо поискал? Хорошо, как только мог. Мы с Катей гуляли по набережной Оки и вышли к известному граффити Номерса, известного в Нижнем Новгороде стрит-арт-артиста. Но здесь мы оказались не случайно. Наш координатор пообещал, что именно здесь мы найдем нашу следующую загадку. Но я ее пока не вижу. Сашка, ты видишь, а? Я тоже не вижу, но, по-моему, Я бегу. Оп! Это же она, это она. Открывай скорее. Загадка от Андрея Орехова и Татьяны Савиной. Саш, подожди, не читай. Такой сильный ветер начался. Давай пойдем в какое-нибудь другое место и прочитаем ее там. Давай. 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 Ох, и нелегкое же это дело разгадывать загадки. Найти ответ, найти место почитать загадку. Да еще и в горки ходить надо. Правда, эти поиски очень часто заканчиваются интересными находками. Вот и в этот раз мы попали в какой-то привычный и любимый для нас пейзаж. Далеко нам ходить не пришлось. И вот мы уже нашли подходящее место, чтобы прочитать наше задание. Саша? Сегодня ваша загадка заключается в том, чтобы найти не кафе и не мост, и даже не церковь, а место, где дети играют и веселятся, а взрослые обходят стороной. Там много лиц и морд, от ветра все свистит, стучит, грохочет, в ночи блестит и светится. Его нет на картах, ни в одной. Потому даем вам такой ориентир. Между двух улиц, одна из которых начинается на откосе, а заканчивается на площади, и другой, который в своем названии отошлет вас к столице страны пятизвездочного коньяка. И наше задание заключается в том, чтобы узнать имя хозяина дома. Ничего себе задание. Мне кажется, над ним нужно хорошо подумать. Как считаешь? Я думаю, да. Зачем смотреть на скучный весенний пейзаж Нижнего Новгорода? Лучше посмотрите на нас, какие мы молодцы и залезли в эту гору. Мы совершили двойной штурм. Во-первых, покорили эту гору, во-вторых, совершили мозговой штурм над загадкой. Первая улица завела нас в небольшой тупик, потому что в Нижнем Новгороде много улиц, которые начинаются на спуске, а заканчиваются на площади. А вот вторая часть загадки показалась нам более успешной и перспективной. Потому что единственной столицей страны пятизвездочного коньяка является Ереван. И, кстати, я посмотрел карту и нашел Ереванскую улицу в этом городе. Куда мы сейчас и отправляемся. Вот если бы мы были любителями коньяка и на Ереванской улице его наливали бесплатно, думаю, наш шаг был бы гораздо быстрее. Мы нашли Ереванскую улицу, точнее дошли до нее, и, смотрев по карте, мы нашли через улицу от Ереванской улицу Максима Горького, которая начинается на откосе и заканчивается на площади. И между двумя этими улицами находится улица Большая Перекрестная, где, по идее, мы и должны найти дом и узнать имя хозяина. Собственно, туда мы сейчас и отправляемся. Вот где еще увидишь все прелести города, как не в нашей передаче? Зеленый свет как бы подмигнул нам. Вы на правильном пути. Нужная нам улица оказалась достаточно живописной и полной деревянных домов. Но где же необходимый нам дом с погремушками?
лет дяде Лёше? 8,6, наверное. Старенький уже. А давно у него это увлечение? Давно. Ему уже 150 раз выкидывали, а он сам усмеется, такие вообще берет. Люди подходят и выкидывают чужие. Вот это да. Ну хорошо, спасибо. Когда первый раз видишь это место, создается странное впечатление, как будто попал в сказки Кэрролла, написанные по российской реальности. И сейчас откуда-нибудь покажется белый кролик. Ну вот, например, отсюда. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а кто владелец, хозяин этого дома? Вы не знаете? Там Алексей Иванович. Алексей Иванович? Вот первое окно. Ага, хорошо. Лево, влево. Левое? Хорошо, спасибо. Пойдемте в левое окно встречать. Сейчас вы увидите, какие мы бесстрашные. И надеюсь, это не будет нашим последним интервью. И мальчишка неплохой, не соскучишься с тобой. А если будешь выпендряться, будешь долго кувыркаться. Как тебя зовут? Саша. Саша Туралмаш. Ты не сеешь, ты не пашешь, не валяешь дурака, с колокольни пальцем машешь, разгоняешь облака. А как вас зовут? Дядя Леша Хренгалоша на Передяевке живет, и под летом все гребет. Вот такой и обормот. Здорово, И не, какой у вас. и не суйте палец в рот, а не то он откуснет. Алексей Иванович, а вы можете нам рассказать, как давно вы занимаетесь благоустройством своего дворика? А тут, как, я не знаю, вам газету могу дать читать. Ну расскажите пару слов, нам очень интересно. Пахнет как телевкусом чем-то. Ну да. Душил, да. Ну конечно, я ж к вам Смотри, шла. Саш, я скоро ее замуж возьму. Смотри, охраняй. Вместе с забором. Но я и пришел поэтому. Вместе с забором охраняй меня. Ну расскажите Ну нам, пойдемте Алексей посидим, Иванович. елки-палки. Давайте здесь вы нам скажете, вот здесь такой фон Ну хороший, что, красивый. я на пенсии 10 лет уже, может, даже больше. А вы это для себя делаете или для окружающих? Вот как вообще? Вот сейчас вам скажу для чего. Ты живешь под Богом, под солнцем, на природе, для соседей, для друзей и для ваших будущих детей. Вот смысл жизни твоей и твоей. Ты же холостая еще пока. Пока. Я же немножко так, ну, предсказатель, философ, ну, придурок, короче. Ну, не дурак. А если быть дураком, надо купить диплом. Точно, точно. Алексей Иванович, Ай. ну скажите, к вам часто приходят дети, играются, как они относятся к этому? как, Взрослые как относятся? качели. Соседи ваши как? Есть одна соседка, негатив ее называют. Негатив? Да, ну есть такие. Люди стараются, украшаются, а она ей не нравится. Ну, как бы то. А дети играют здесь? А как же, вон на качелях. Вот вчера в шахматы играли вон там на столе. Ах, вы из другого города? Из другого города, А тут из Тольятти, из Казани, из Рязани, из Москвы. из Ростова. Все мы Ты на хороши. Дону, что ли, да? На Дону. А я девчонка из Ростова на Дону, на Дону. За Донуку. У меня там брат двоюродный живет. О, Я тоже был там в Ростове. Рынок мне понравился. ну, конечно, рыба. Рыба. А там рыба в бочках раньше. Да до сих пор там. До сих пор, да. Ну, конечно. А я там это как бычков ловил. Ну, бычки, рыба такая. Бордо какая. И хвост. А больше ничего нет. Да, это все про нас, про нас. Это да. Ростов на Волгу, а Саратов на Волгу, да. Да. Спасибо большое, Алексей Иванович. Всего вам хорошего, здоровья, счастья. Привет вашим и татарам и веселья. чувашам. Конечно, спасибо большое. Всего доброго. Окей, Лорайт. До свидания. Чао. Саш, знаешь, я тут вспомнила о том, что недавно читала рассказ Рэя Брэдбери. Называется «Массиньелло Пьетро». Мне кажется, это тот самый персонаж Массиньелло Пьетро, вот наш любимый дядя Лёша Алексей Иванович из нашей суперзагадки. А живет он по улице Большая Перекрестная, дом 44. Ну, мне кажется, нам надо найти ответ где-то здесь и удостовериться в этом. Да, давай, ищи. О, вон он, беги! Открывай. Открываю быстрее. И
Все совершенно так, да. Улица Большая Перекрестный, дом 44, и хозяина зовут Алексей Иванович. Ура! Мы победили! А в конце нашей серии мы пришли на третью улицу из загадки, улица Максима Горького, которая начинается на откосе, а заканчивается на одной из площадей города. И мне кажется, что это логично, то, что мы прошли по очереди улицу Ереванскую, Большую Перекрестную и улицу Максима Горького, по которой мы пойдем в центр города, насладившись этим прекрасным видом. А вы оставайтесь с нами, продолжайте следить за нашими новыми путешествиями. Пока!